от рекламы к следующему слайду. Здесь мы поговорим о уже аренде более подробно. Вверху у нас видим график, рисунок. Здесь рост стоимости по предложениям, мы его уже обсудили, за год плюс 1,62%. А вот внизу видим табличка, здесь у нас этот же самый класс социальное жилье в аренде уже. Что произошло за год? Период сравнения 6 месяц. Ну, я вам говорил, что долгосрочная аренда, мы делаем исследования раз в квартал. И, соответственно, сравниваем второй квартал 2026 года с вторым кварталом 2025 года. А вверху график рисунок, здесь уже июль месяц, то есть первый месяц третьего квартала. Но, в принципе, динамика очень интересна и понятна. Так вот, друзья, если здесь у нас рост по предложениям 1,62%, то аренда, друзья, внимание, еще раз скажу вам, что 2026 год показала снижение стоимости квадратного метра. Именно второй квартал. И снижение значительное, там 2,5%, что в годовом измерении составило всего лишь 1% роста. То есть, посмотрите, корреляция какая. 1,62, 1,5% роста по предложениям и 1%, но округлив в большую сторону, да, по аренде. И аренда, я предполагаю, будет в дальнейшем показывать динамику снижения, что и будет происходить, друзья, вот здесь также на рынке предложений. То есть вот эта динамика, если вверху вы увидите, да, она должна показывать нам динамику снижения до конца 2026 года. А теперь давайте еще раз к аренде вернемся. Аренда, в общем-то, в городе Киеве и в городе Львове, ну, мне так кажется, ведет себя вполне, ну, как она называется, адекватно. Пример, просто приведу простой пример. Если у вас есть 10 тысяч долларов, ну, это очень обобщенный, простой пример, чтобы с математикой не путаться. И вы решили открыть депозит, то есть деньги положить на депозит, именно доллары. Вы увидите, что 1% в годовом измерении – это деньги, которые вам, в общем-то, банк заплатит за то, что будет пользоваться вашими 10 тысячами долларов. То есть 100 долларов вы получите в конце года. И вот примерно та же самая динамика, если вы купили квартиру, конечно, вы не купите за 10 тысяч долларов, но, предположим, если бы вы купили квартиру за 10 тысяч долларов, то пассивный доход, который бы был от сдачи в аренду данной квартиры, еще раз говорю, не цепляйтесь за 10 тысяч, я просто привожу вам, ну вот в процентном соотношении вы получили бы тот же самый пассивный доход, что обеспечивает вам финансовое учреждение, любое в долларах в Украине. То есть, друзья, это вот такой маркер, да, который очень интересный. И как будет все на самом деле развиваться, происходить с рынком недвижимости, посмотрим. А теперь давайте о прогнозах. То есть рост видим на 1%. Останавливаю показ слайда. И до конца года что произойдет. Друзья, ну, критикуйте, не критикуйте меня. Я в любом случае применяю в прогнозах многофакторный анализ, это научный метод. Я через призму уже смотрю макроэкономических показателей, которые характеризуют развитие региона, в данном случае города Киева. Эти данные есть в открытом доступе. Если их сравнивать довоенный период с сегодняшним периодом, там больше 10 я нашел макроэкономических показателей, которые очень, а они, кстати, выражены также в индексах. И напомню вам, что я и компания Alim Consulting одни из многих, может, две будет по Украине, которые готовят индексы рынка недвижимости. Так вот, корреляция между индексом рынка недвижимости и там 10 факторов, которые макроэкономические, которые также выражены в индексах, она очень плотная и имеет обратную связь. А это, ну вот так, чтобы было понятно, плотная корреляция это ну, 0, наверное, 8 где-то, да, 0,8. То есть рынок недвижимости взаимосвязан с экономикой. Это очевидные вещи. Ну, все, даже риэлторы, те знают, что рынок недвижимости это сегмент украинской экономики. Поэтому он не может развиваться в противофазе. Итак,
зафиксировали, что за год, июль, сравнивая 2026 года с июлем 2025 года, рост всего лишь, сколько там у нас, 1%, да, 1,5%. Я все-таки предполагаю, что к концу года, это еще 6 месяцев, мы увидим снижение стоимости квадратного метра, друзья. А когда вот холода начнутся, ноябрь, сейчас люди спят в метро, потому что, так сказать, невозможно спать в квартирах, а когда холодно будет, да, и невозможно будет спать, и бомбежки, и холодно, да, и воды нет, и все остальное, то, друзья, это совсем другая ситуация. Поэтому я предполагаю, что мы к концу года увидим снижение всего лишь где-то, ну вот если брать год с годом сравнивать, то есть вот эти 1,5%, это, ну, по полпроцента, наверное, будет снижение в месяц. Если даже это будет происходить именно так в течение полугода, то, ну, несложно посчитать, да, это уже будет 3%. То есть где-то, ну, минус полпроцента, минус 1% в годовом измерении, сравнивая декабрь 2026 года с декабрем 2025 года, мы увидим отрицательную динамику снижения. Но, друзья, время идет быстро, посмотрим, может что-то случиться за этот период. Я не знаю, внешние факторы, которые влияют на состояние рынка недвижимости, они непредсказуемы с точки зрения анализа. То есть эта война, она не может быть предсказуемой. Я не специалист по войне. Это всевозможные геополитические коалиции, которые выстраиваются, которые дают деньги, не дают деньги. От этого зависим, друзья, мы. То есть Украина превратилась в некого пациента, который нашпиган иголочками, через который поступает живительная смесь в государство. И как только какой-то политик, геополитик, да, посчитает, что помогать Украине, наверное, это уже очень много, и нет смысла в этом, да, то состояние пациента может очень сильно ухудшиться. Поэтому внешние факторы, они не прогнозируемы. Поэтому посмотрим, поживем. Но я предполагаю, что снижение, еще раз напомню, будет порядка 1% в годовом измерении в течение года. Итак, друзья, пришло время прощаться. Для того, чтобы вы знали, что происходит с рынком недвижимости Украины, вам необходимо что сделать? Правильно подписаться на мой канал. Вы также можете лайки, дизлайки ставить данному видео. А еще вы должны помнить, что я ваш скромный слуга и компания Олимп Консалтинг готовим для вас ежемесячные обзоры рынка недвижимости, которые, я уверен и надеюсь, станут компасом в каменных джунглях рынка недвижимости. Друзья, лайки, дизлайки ставьте, подписывайтесь и до следующих встреч в эфире.